Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на октябрь, энергия октября для знака зодиака Близнецы. Давайте посмотрим, какие энергии в октябре будут внутри вас, вокруг вас происходить. Работаю я на Таро Акаши. Эта колода имеет доступ к вашим хроникам Акаши. Конечно, это расклад общий, но какую-то информацию вы здесь получите. Хорошо, энергия октября, знак зодиака Близнецы. Хорошо, с какой энергией вы входите в октябрь из сентября? Что вас ждет в октябре? Первая декада, вторая декада, третья декада октября. И энергии, с которой вы выйдете из октября в ноябрь. Энергия, с которой вы входите из сентября в октябрь, здесь ложится королева ключей, и карта у вас прямая. Конечно, эта карта может в первую очередь показывать властную, богатую, авторитетную женщину. Она очень чувственна, полезна, уверена в себе, в своем положении, в своем авторитете. Но также она может радоваться успехам других людей. Она может являться любовным интересом для вас или для важного для вас мужчины. Кроме того, это деловая, скорее всего, женщина может представлять вас или какую-то другую женщину, которая собирается подняться по лестнице успеха. Здесь может появиться возможность занять должность в банковской сфере, недвижимости, инвестициях, или, может быть, это какой-то управленческий пост. Но также это может быть работа на себя и повышение вашей финансовой независимости, вашего растущего авторитета, или, может быть, это творческая автономия на работе. То есть это энергия, с которой вы вошли в октябрь. Что у вас будет происходить в октябре? Первая декада у нас ложится второй старший аркан. Это Дакаши Library, и она у вас прямая. Карта показывает библиотеку хроник Акаши. Мы видим, что идет лестница вверх, стоят очень много полок с книгами, и сидит мудрый человек, который собирается что-то писать вот в этой книге. Да, для кого-то эта карта может показывать на написание или публикацию вашей книги, или, может быть, написание каких-то статей, эссе. Может быть, кто-то из близнецов сейчас ведет блог. Но еще карта говорит об вашем духовном росте и получении информации из хроник Акаши. Вот из этой великолепной библиотеки, в которой есть все знания, вся информация, которая сейчас вам требуется. И получение вот этой информации ведет вас к более высокому осознанию. Сейчас, может быть, вы начинаете писать новые хроники в Акаши своей жизни. Карта вас призывает сейчас поставить себе задачу, что вы хотите достичь или создать, и какая информация или что вам нужно для достижения этой цели. Также здесь может быть дополнительно информация для каждого из вас, подойти к любой книге, художественной, конечно, вот та, на которую у вас ляжет взгляд. Возьмите книгу, откройте на той странице, куда вас потянет, и прочтите, какая там содержится информация. Хорошо, вторая декада октября. Здесь у вас ложится единица силы. Карта называется Акаши Филд. Это поле хроник Акаши, и она у вас прямая. Мы видим вот это поле Акаши, и над ним северное сияние показывает движение различных энергий, информации. Карта говорит, что вот эта вся информация, сила, энергия и опыт, который вибрирует в этом царстве бесконечной истины, возможностей, вот каждый ее кусочек сейчас может стать вашим.
Так как эта карта легла у вас прямая, она говорит, что вот сейчас для вас наступает время, когда к вам приходят великолепные возможности. Но в первую очередь вы сейчас имеете доступ к хроникам Акаши. И вы можете получить по этим двум картам любую информацию, которая вам нужна. Ваша энергия сейчас резонирует со Вселенной, поэтому вы можете исследовать вот эти хроники и получить ту информацию и ту силу, которая может вам помочь. И опять эта карта призывает вас: напишите свои намерения, огласите их Вселенной, попросите вдохновения. Вселенная готова принять сейчас ваши самые искренние желания, ну и пришло время для их исполнения. И третья карта у нас это подтверждает. Потому что здесь ложится 20-й старший аркан. Это третья декада октября, который называется Will, Wisdom and Mind. Это сила, это воля, сила и разум. И карта у вас ложится прямая. То есть в прямом положении мы видим, что корона находится наверху. Карта сейчас для вас несет время огромной силы, равновесия и самовыражения. Сейчас у вас очень сильна связь с высшими силами, с вознесенными владыками. Даже если вы сейчас этого не осознаете. Вот с помощью вот этих вознесенных мастеров вам подвластно объединить огонь творчества с водой восприятия, чтобы внести свой вклад в мир. И вот с высоко поднятой короной вы сейчас можете оказаться в позиции значительной силы, власти и влияния. Да, вот с этими силами в первую очередь вы можете дисциплинировать самого себя, чтобы объединить вместе медитацию, творчество, отдых и необходимые действия. Эта карта призывает вас воспользоваться вот этим временем и использовать эти полномочия правильно. Но это не что иное, как божественные силы, которые сейчас движутся через вас, чтобы вы могли проявить эти силы в мир. И энергия, с которой вы выходите из октября в ноябрь, здесь ложится единица ключей, карта прямая, она называется архитектор. Мы видим, что стоит архитектор, его помощник. На столе лежат карты, схемы, чертежи, и вокруг идет оживленная стройка. Да, в первую очередь на более житейском уровне карта может показывать, что вы будете вовлечены в строительство, ремонт, может быть, отделку своего дома или рабочего места. Но на более важном уровне карта может указывать, что для вас сейчас пришло время вступить в сильную и мощную позицию. Но для того, чтобы это сделать, вы должны признать свои способности и свои сильные стороны, но и также взять на себя ответственность. Поэтому вот сейчас вам нужно использовать полностью все свои умения, опыт и таланты. Вот такой у вас получился прогноз. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего.